5 спален, нифига себе. У кого-то дом, 120 квадратов, тут только второй этаж, 145. Как вы нас нашли? Хотя бы вот пару слов. Вспоминай. Ты пролазил Вы когда, в интернет. я первый раз увидел... Нет, мы думали, из чего строить дом. Мы ходили по выставкам, там, Ходили в по выставкам, Москве. да. По всем выставкам ходили, смотрели, кто как строит, там, из чего. Потом как бы еще изучали в интернете. Вот, а так как у нас дом был панельный, каркасный, по такой же технологии, но из Гринберда. Да. И найдя ЦСП, нам поинтересовались, что это за материал. Да. Вот, что это за материал? Так как мы сами отделку делали, Гринберд, он был очень пористый и много уходило штукатурки. И долго пришлось выравнивать, там стены были, ну, немножко так не очень ровные. Я в Подмосковье Эти у вас дом, ровнее. да? Да, Да. да, Подмосковье дом рассказывайте. старый. Мы дома комплект заказывали там из Велози Хаус, из Питера нам привезли, а строила уже московская компания. Экодом. 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 Экодом, да. Вот. И мы стали как бы... Олег, Вот, Людмила, и опять же, этот Гринберд нельзя оставлять на зиму было. Надо было сразу закрывать стены. А тут вроде как можно это самое и сразу... Ну, в общем, мы почитали, стали смотреть. Ну и каким-то образом мы увидели именно... дома из этого Гринберда, не Гринберда, а ЦСП. ЦСП в Подмосковье. Мы поехали смотреть эти дома. Да, мы созвонились с Ваней. И... С братом. Да. И он нам показывал дом. Приехали мы зимой, нам понравилось, что Зимой. все очень ровненько, все стены, это как бы вот стена в стену, тут вот Да. И швы минимальные. швы минимальные. Тоже было приятно. Потом мы у него спрашивали. Потом он нам продемонстрировал, как туда можно саморез крутить, что он Да. будет держать. Что... Там подвесил бутыль 80-литровую. Позвольте вас Саморез. перебью. Я вас первый раз увидел, познакомился, когда вы к нам в Краснодар прилетели, Ну, вы уже заказывать заказывали дом. дом, Уже приехали. конкретно, да, Да. с чемоданчиком, назовем это так, да. И вы на тот момент, это было позапрошлой зимой, да, вы на тот момент сказали, что вы за нами уже лет 5 следите, да? Да. Да. То есть мы- такая долгая история была, да? Мы в 16-м году смотрели этот дом, зимой ездили. У в Иванова Москву. на нашей Да, компании в Москве в да, Да, 16 это 16-й год, А- зима была. А потом, когда мы уже поняли, что мы строиться будем на юге, мы стали искать как бы... А оказалось... То есть компанию это одно и выбрали то 5 же, лет да. назад, ну сейчас уже 7, да? Ну да, Да. мы как бы не А не выбирали думали. где, да? Да. Да, просто Мы сначала случайно, что... думали, может быть, и в Подмосковье дом побольше построить, как бы так. А потом раз нам пришла идея строить где-то здесь. А оказалось, у Вирмака тут основное производство. То есть вы для нас вообще профильные клиенты, которые с гринбордом пожили, уже поняли, и уже вам такая технология зашла, только вот эти маленькие нюансы были Что связаны. нам понравилось в технологии каркасного строения, это первое, быстро строится раз. Второе, потом никаких проблем с домом в принципе нету, никаких усадок. Как поставили окна, так оно стоит, без всяких подрегулировок, ничего нигде не сдавливает, ничего нигде не приседает. Можешь сразу делать отделку. Поэтому мы, когда сюда решили ехать, тоже говорю, что будем делать? Тут строят из ракушки. Да, мы думали. Я думаю, про ну, ракушку. местные делают всегда так, как принято, и как это уже Устаканено. устаканено. Это нормально. Ну вот прикинули туда-сюда, и дорого получается, и долго, и грязно, и то, и ракушку утеплять все равно потом надо. Я говорю, ну, у меня нет вопросов, давай строить каркас. А каркас у нас уже наметка была на Гринберд. Не на Гринберд, а на ЦСП. На ЦСП. Поэтому мы раз, а фирма та же здесь оказалась. Вот. Мы-то думали, что это московская фирма поначалу, Да. что это в Москве строят. И хотели там спрашивать, будет ли строить на юге, а потом бац, оно как раз она южная. Наши проблемы нас мало кто знает, да? Да, Мы так считаем. Вы так мы так считаете? считаем. Да, потому что когда вы напишешь просто каркасные дома, вы не вылезаете в Мы не поисковике, вылезаем. да. Ну и многие люди как-то еще все равно, хотя каркас наступает, Вы строят знаете, больше и больше. Вы знаете, Но у фобия многих всё стереотипа. равно Фобия при- стереотипа. Они рушатся. Они рушатся. Да. Уже пошел тот клиент, у которого действительно есть деньги, и он уже как вот, как скажем так, как патология, как какая-то вот, не знаю, вот фобия, что есть деньги, надо камень, кирпич, уже уходит.
потому что надо энергоэффективно, надо быстро. А бывают такие локации, такие участки, где не сможешь ты просто физически построить из камня, из кирпича. У нас в Сочи есть перепады на пятне застройки по Ну 10, да, по очень 10 сложно. метров, да. А в Подмосковье сколько заполоченных участков, где сваи железобетонную забить, там надо метров там 30-40 Да, кстати, пройти. у нас дом тоже был на Вот, сваях вот, в Подмосковье. вот, Тоже вот. никаких проблем. Вот, вот, вот. Очень были мы довольны Да. фундаментом. И дом теплый, как бы. Да, и по поводу тепла. Мы тратили очень мало на отопление. На Да. юг переехали как самочувствие, как эмоции. Холодно. Да, холодно, да. В этом году очень Хочется холодное теплее. лето. Хочется теплее, хочется теплее. Да, все говорят, ну как вы там жарко? Мы говорим, какой жарко, мы даже не согрелись. Да вы вообще из Москвы отмороженные какие-то. Да. Так, ну спасибо за комментарий. Будем следить за вашей историей. Я так понимаю, через год уже будем вообще смотреть, там, созерцать, лицезреть там что-то дальше. Да, Да? надеюсь, Надеемся. что будет. Все, спасибо Красивее большое. всё. Спасибо. В этом проекте, в этом трехэтажном, двухэтажном доме с мансардой, какие были особенности, контракт, люди, как общение шло, как история этого дома предпроектная? Прекрасная семья многодетная, замечательные люди, очень было приятно работать с ними, но работали мы с ними много лет. Первый раз к нам клиенты обратились в 2017 или 2018 году, то есть это были предварительные расчеты, и каждый год они сами с Москвы, каждый год они хотели переехать в Крым, приобрели участок в городе Евпатория. Вот они много лет шли к своей, так скажем, Цели. мечте, цели, да. Естественно, каждый год цены менялись. Мы каждый год с ними делали новый расчет, цена менялась. Ну, все равно, то есть они продали свой дом также неплохо, да, то есть они успели как бы построиться до какого-то сильного роста цен. Хотя, получается, они обратились уже после коронавируса, когда в августе цены начали меняться, и, то есть, в принципе, цена у нас как бы тоже там за несколько месяцев достаточно сильно выросла. Дом очень большой. Очень большой, очень много комнат, потому что много деток, у всех деток свои спальни, они прям большие, такие площади у них. Такой Там здоровский внутри объект, дома и отдельный интересно. вход, как отдельная квартира, они называют, и сауна должна быть, и баня, там Да. снаружи архитектурной формы особой, он вроде красоты как бы не получился. Он абсолютно простой, квадратной конфигурации, простейший дом, но именно планировка его, большая лестница, большие холлы и так далее, то есть он такой внутри, он очень масштабный получился, с высокими потолками, то есть конструкции, естественно, там везде все усиленное, балки наши классно, там они поучаствовали, так скажем, вот. Ну, люди довольны. Спасибо, Люди Лена. довольны, да. Спасибо. Трехэтажный жилой дом с общей площадью 322 метра квадратных. Площадь первого этажа 205 метров квадратных. Состав помещений включает в себя прихожая, кухня-гостиная 47 метров квадратных, кухня-столовая 37 метров квадратных, котельная 12 метров квадратных, санузел и сауна. Также имеется гостевой санузел и ванна. Кроме всех вышеперечисленных помещений, первый этаж включает в себя блок-квартиру с отдельным индивидуальным входом, имеющий 2 спальни, кухню и санузел. 5 спален, нифига себе. У кого-то дом, 120 квадратов, тут только второй этаж, 145. Итак, второй этаж. Общей площадью 145 метров квадратных, который включает в себя 5 спален, кабинет, огромный санузел в 9 метров квадратных и гардеробную. Итак, поднимаемся на третий этаж. Общая площадь третьего мансардного этажа составляет 60 метров квадратных. По проекту это помещение предназначено для спортзала. Также имеются выходы в кладовые в подкровельном пространстве. Суммируя все площади этажей, мы получаем 322 метра квадратных площади дома, который включает в себя 8 спален, 5 санузлов, 2 кухни, одна из которых находится в отдельном блоке. Друзья, если я что-то не сказал, если у вас есть вопросы, обязательно пишите об этом в комментариях. А я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч.